Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 31 марта, сегодня воскресенье, сегодня последний день марта. И вы знаете, в этот день обязательно проведите одну простую, но в то же время уникальную и действенную практику. Помойте вашу входную дверь и скажите определенные волшебные слова на достаток, на привлечение изобилия. Очень важная практика, которую мы рекомендуем вам провести в этот день, именно 31 марта. Но прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу, которая звучит следующим образом. Я, ваше полное имя, открыта для потока финансового изобилия. Мои денежные мечты становятся реальностью. Я полна веры в свою финансовую успешность. Истина, да будет так. Это те слова, которые очень важны именно активировать, прописать именно сегодня, друзья, 31 марта. Ну а мы с вами начинаем. Итак, друзья, сегодня, 31 марта, у нас с вами наступает завершающий этап этого месяца. Это день, когда очень важно, чтобы каждый из вас подводил итоги, ну и готовился к новым проектам, к новым началам, встречая апрель с открытым сердцем и чистой душой. И вы знаете, последний день месяца, он имеет особое значение. Почему? Потому что энергия месяца, который заканчивается, она сливается с энергией следующего месяца, создавая тем самым уникальный момент перехода и возможностей. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня привлекали в свою жизнь изобилие, достаток, благополучие. Кроме того, вы должны понимать и то, что этот день, энергия этого дня наполнена магией перехода. И очень важно, чтобы вы именно делали практики, проговаривали слова. И очень важно, чтобы вы вот энергию, которая окружает вас, которая есть в вашем доме, она была именно созидательная. И она направила вас к новым горизонтам, к новым возможностям. Поэтому обязательно будьте готовы приветствовать и принимать те изменения с открытым сердцем и уверенностью в своих силах. Не бойтесь того, что может происходить. Вы сами пишите в комментариях о том, что «Ой, я начала прописывать те слова, которые вы говорите, и моя жизнь начала кардинально меняться. Ой, вы знаете, я боюсь, я не осилю. Ой, а вы знаете, я боюсь». То есть вы сами начинаете становиться на путь изменений, и вы их боитесь. Вы должны понимать, что в любом случае, когда мы с вами проходим какие-то трансформации, мы меняемся в лучшую сторону, потому что мы приобретаем навыки новые, мы приобретаем жизненный опыт, мы встречаемся с новыми людьми, наш мозг начинает работать уже по-другому. И все это в комплексе приводит нас на новый виток развития. Поэтому, пожалуйста, вы проводите практики, не бойтесь тех изменений. Да, для кого-то они будут сложные, потому что вот недавно нам в комментариях наша подписчица написала о том, что, ой, вы знаете, вы сказали, я написала слова в комментариях к этому видео, и вы знаете, мне в следующий день позвонили и предложили высокооплачиваемую работу, а скажите, идти ли мне на нее или нет? Вот как-то я переживаю, а вдруг я не потяну? Вы должны понимать и то, что вам Вселенная, то есть вы направили, написав слова, вы направили определенные энергии, и теперь вы боитесь этих действий. Перестаньте, пожалуйста. Вы должны понимать и то, что вы, если смотрите наши видео, это неспроста. Это ангел-хранитель ваш, это высшие силы пытаются вас направить в нужное русло, чтобы вы услышали именно те слова, которые вам нужны для того, чтобы двигаться дальше. И самое интересное, вот вы нас слушаете, и у каждого человека в этот момент появляются свои какие-то идеи, какие-то свои интерпретации тех или иных событий, возможно, даже общение с теми или иными людьми, кто-то начинает делать выводы и меняться. Поэтому, пожалуйста, не зацикливайтесь и не думайте, а как же должно быть правильно. В этом мире нет понятия, это правильно или неправильно. Просто наш социум, в котором мы с вами живем, он создает те искусственные ограничения, и люди на них ведутся. Представьте себе, если вам говорят о том, что вам не идет красный цвет, и вам все об этом говорят, и вы в это верите. Но если вы посмотрите себя в зеркало и оденете, например, красное платье, вы почувствуете, увидите, что вы очень эффективны.
эффектно и хорошо выглядите, но вам навязали мнение, что вам это не подходит, хотя вы интуитивно видите, чувствуете по-другому. Вот так и в жизни вы должны чувствовать. Если вам говорят о том, что это нельзя, это невозможно, переступите и идите дальше, попробуйте свой путь, потому что бывает так, что из 3 людей, которые слышат одно и то же слово, один развернется, скажет: да, у меня это не получится, а другие 2, как правило, будут рисковать, пробовать. У кого-то лучше получится, у кого-то хуже. Поэтому, пожалуйста, вот вы слушаете нас, большая просьба сонастраиваться вот с энергией Вселенной. Вот мы говорим, в этот момент представлять, что идет с космоса вот посильный поток энергии, любви, созидания. Помните о том, что и вы, каждый из нас вот на этой планете, да, мы все частичка Бога. Хотите в это верить или нет, но Бог нас создал, даже в Библии это прописано, по своему подобию. Поэтому, но в материальном мире его нет, его не существует в материальном мире, но мы с вами существуем, и мы можем менять свою жизнь, видоизменять, потому что вот там, где энергии, там совсем другое все. И, знаете, вот тот, кто там находится, он не хочет возвращаться в этот мир. И наоборот, вот это есть немножко боязнь. Это нормально, потому что мы все с вами проживаем определенные этапы жизни. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь. Знаете, как говорят, у страха глаза велики. Глаза боятся, а руки делают. Поэтому пробуйте, начинайте. Вы допускаете ошибки. Это нормально. Не может быть идеальных людей. Да, мы должны к этому стремиться. Но помните о том, что только вы можете изменить себя, изменить свою жизнь. Не надо кого-то менять. Дело в том, что, допустим, бывает очень часто так, что в вашей семье вы готовы меняться, вы готовы, знаете, быть активными, вы готовы быть лидером, но вся ваша семья, она пассивная по жизни. Это ваш муж, дети, родители. То есть им это не интересно, но и хорошо, пусть они занимаются тем, что им нравится, а вы занимаетесь тем, что приносит вам радость и удовольствие. Пройдет время, и ваша семья начнет уже к вам подтягиваться, потому что они увидят, что вы развиваетесь, вы стали другим человеком, у вас внутри свет появился. Вы понимаете, как те люди, которые внутри имеют свет, к ним также тянутся такие подобные люди. И очень важно ни в коем случае не пускать в свою жизнь негатив, пожалуйста. Теперь давайте поговорим о лунном календаре на сегодняшний день, 31 марта. Друзья, у нас Луна убывающая в знаке зодиака Стрелец, и сегодня у нас с вами 21 лунные сутки. Что же этот день несет в себе? Помним о том, что когда Луна в знаке зодиака Стрелец, нам идет из космоса энергия вот позитивного роста. Вообще сам по себе знак зодиака Стрелец — это, друзья, у нас оптимизм, это рост, это приумножение. И здесь очень важно, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Ну, например, вы умеете прекрасно шить брюки, допустим, но вы никогда не пробовали шить платье. Вот попробуйте, самосовершенствуйте себя, узнавайте, как вам лучше. Или вы повар, вы привыкли готовить, вот, например, плов, да, или что-либо другое, только вот так. Возьмите, придумайте себе, почитайте в интернете или книги какие-то, и возьмите, начните готовить еще какие-то дополнительные блюда. Покажите своему директору, объясните, что это будет вкуснее, интереснее и так далее. Пожалуйста, не останавливайтесь, открывайте глаза, что вы можете менять себя, менять свой мир, и, соответственно, оно все будет тянуться. Начинаете менять себя, появляются люди, открываются возможности, появляются новые контакты. Далее, это все начинает вас тянуть на высшую ступеньку, уровень, это и в заработке, в вашем уровне достатка, соответственно, ваша жизнь меняется, вы начинаете понимать, что вам нужно ремонт сделать в доме, да, что вам нужно купить одно, другое, третье, и вот так вот шаг за шагом, знаете, за один день не бывает, а только в сказках так, вот знаете, махнул волшебной палочкой и появилось это в жизни. В материальном нашем мире мы должны каждый день делать шаги, определенные, именно осознанные. Даже если вы не уверены, двигайтесь все равно, пробуйте, узнавайте. Не знаете, боитесь чего-то, вот просто возьмите, закройте глаза, обратитесь к своему ангелу-хранителю, к высшим силам, к Богу, попросите помощи искренне. Кстати, когда иногда люди, бывает, просят помощи, они начинают плакать, вот именно реветь.
зарозоветь. Это нормальное состояние, не бойтесь, пожалуйста, его. Но если у вас вот в этот момент происходит такое состояние, старайтесь сделать так, чтобы вас в этот момент никто не беспокоил, потому что вы очень сильно в этот момент открыты перед Вселенной, да, и рядом в вашем окружении могут быть люди, которые могут привнести вот в вашу жизнь негатив. Обращайте на это внимание. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы искали мотивации к росту, к своему развитию. У каждого этого будет по-своему. Обращаем на это ваше внимание. Кроме того, сегодня не переусердствуйте, и у вас сегодня не должно быть достаточно излишней активности. Это очень важный момент для вас. Поэтому сегодня все-таки воскресенье, не перегружайте себя задачами и помните о том, что наше тело нужно давать ему отдыхать и восстанавливаться. Самое простое, сделайте сегодня себе перерыв, в том числе и в питании, поменьше жирного, например. Возьмите сегодня соки, попейте больше, фрукты, овощи, салат. Помогайте своему телу, это очень важно, потому что наше тело – это наш материальный мир, а вот душа – это наша энергия. И вот когда оно работает в комплексе, вот мы с вами живые, энергичные люди. Но как только происходят какие-то сбои, вы сами знаете о том, что мы становимся пассивными, никакими, болеем и так далее, и так далее. Поэтому ни в коем случае не позволяйте себе находиться вот этом в негативном состоянии, не пускайтесь на вибрации низшего порядка, они вам точно не нужны. Далее, на что еще, друзья, стоит вам обратить сегодня внимание, это на то, что сегодня очень важно, чтобы ваши эмоции были в созидательном русле. То есть старайтесь больше улыбаться. Вот возьмите, просто подойдите к зеркалу и посмотрите, улыбнитесь и посмотрите, как вам нравится, как вы улыбаетесь. И многим людям это не понравится. И попробуйте найти вот эту мимику, чтобы вам понравилось. Не обязательно открывать рот полностью, а вот так улыбаться, чтобы вам было самим приятно. И попробуйте это попрактиковать на том окружении, с кем вы общаетесь, с кем вы разговариваете. Это очень важно. Возможно, вам не хватает умения общаться с людьми. Возьмите текст какой-либо, самый простой, возьмите там нашу классику, прочитайте абзац и попробуйте пересказать перед зеркалом. Вы будете сначала экать-бэкать, это нормально, но если вы будете постоянно практиковать, через время ваш мозг будет быстро запоминать информацию, и вы легко будете получать вот определенные слова, словарный запас у вас будет на лучшем уровне, и вы быстрее будете показывать людям, что им с вами интересно. Это очень важный момент, друзья. Также старайтесь сегодня нести энергию оптимизма. И ни в коем случае у вас не должно быть сегодня нервного напряжения. Если вы сегодня приглашают какие-то места, где есть негатив, где есть злость, где зависть есть, не идите, пожалуйста. Все-таки день сегодня вот созидания, любви, радости, гармонии, баланса. И вот старайтесь, чтобы это было в вашей жизни. Лучше пойдите сегодня в парк, возьмите сами себя, угостите вкусным травяным чаем или, возможно, капучино, каким-то вкусным там пирожным, возможно, каким-то кексиком, который вы никогда не ели, или сделайте себе что-то приятное. У каждого это будет свое. Но, пожалуйста, не тратьте энергию на негатив. И у нас с вами движется апрель. Обращаем ваше внимание, что апрель достаточно будет активный месяц для многих людей, интенсивный месяц, поэтому мы должны с вами очень много будем успеть и сделать, не говоря уже о мае и июне, но просто вот апрель, это, знаете, продолжение закладки фундамента, и мы уже можем увидеть первые плоды нашего труда. Что же касательно карты Таро, то, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня карта выпала Дьявол, но вы помните о том, что карта Дьявол, это не значит, что это плохо, это говорит нам о том, что в нашей жизни сегодня могут быть препятствия, какие-то соблазны, которые будут стараться не допускать, чтобы мы достигали своих целей. Также сегодня могут появляться какие-то трудности, которые будут отвлекать вас от вашего пути к успеху. Здесь нужно проявить, конечно же, мудрость и терпение, и идти своей жизненной дорогой. Не смотрите, что там, у кого там, кто вам рассказывает и так далее. Потому что у вас, ваша жизнь, у вас есть свой жизненный опыт, навыки, и не стоит смотреть, что, у кого и как. Давайте теперь немножко пару слов касательно совета от Архангела Михаила на этот день, 31 марта. Это карта, извините, совет
советы следующие, что сегодня очень важно, чтобы вы использовали свою силу для блага себе. Дело в том, что сила, которую дает сегодня Вселенная, высшие силы, должна использоваться только во благо для вас, для содействия добру и справедливости. Поэтому, возможно, сегодня кто-то нуждается в вашей поддержке. Помогите, подскажите. Не обязательно должны быть деньги. Иногда слово или помочь где-то что-то кому-то поднести, это важнее, чем именно финансовая, денежная помощь. Помните об этом. Также старайтесь не раздавать свою энергию, вот эту внутреннюю энергию. Очень важно, чтобы вы, наоборот, наполнялись сегодня созидательной энергией. И это поможет вам на протяжении всей недели. Также сегодня проявляйте смелость и уверенность. Это также будет вам помогать. Теперь, друзья, давайте вернемся к нашей практике, которая поможет вам привлечь достаток. Сегодня вам нужно помыть вашу входную дверь. Как мы моем ее? Первую берем, наливаем в ведро или в какую-то емкость, моем тряпку и хорошо моем дверь. Вот как вы обычно моете дверь. У каждого своя дверь, она разного качества может быть, и вы ее хорошо вымываете. Второй раз, что мы делаем, мы берем, опять набираем емкость с водой и добавляем туда щепоточку соли, размешиваем и говорим следующие слова. Вода бедность из дома изгоняет, проблемы денежные решить помогает. Это дорога для денежной энергии указана, она в дом придет, деньги принесет. И вот пока вы моете входную дверь и с внутренней, пожалуйста, стороны, и с внешней стороны не забывайте. Глазок не забывайте протереть, если он имеется у вашей входной двери. Ручки не забудьте хорошо промыть. Проверите, возможно, как у вас работает замок и так далее. Это очень важно. Протрите и ключи. Даже если у вас несколько связок, обязательно протрите именно те ключи, которые от входной двери. И вот пока вы моете, обязательно проговаривайте эти слова. Мы их оставим в описании, перепишите себе и будете говорить. Хотя бы 3 раза, пока вы протираете входную дверь, нужно проговорить эти слова. После этого закрываете дверь и смотрите, чтобы хотя бы в течение получаса никто не выходил и не заходил. Это очень важно. Вот такой практикой сегодня, друзья, хотели с вами поделиться. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии не забудьте прописать важные слова, о которых мы сказали ранее. Давайте еще раз. Я, ваше полное имя, открыто для потока финансового изобилия. Мои денежные мечты становятся реальностью. Я полна веры в свою финансовую успешность. Истинно, да будет так. Прописывайте, не ленитесь, пожалуйста. Вы работаете в первую очередь над собой, со своими энергиями и вибрациями. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.